Сегодня простой, быстрый, вкусный рецепт, который станет альтернативой мясным блюдам. Возьмите овсяные хлопья или прессованную овсянку, как у меня. Заливаем кипятком и отставляем. Если овсянка длительного приготовления, то минут на 20. А если овсяные хлопья быстрого приготовления, то хватит и 10 минут. Пока овсянка остывает, займемся другими компонентами. Сырой картофель поможет скрепить все остальные ингредиенты. Удержит влагу, что даст сочность котлетам, создаст приятную текстуру. Натираем картофель на мелкой терке. Репчатый лук не только для сочности и остринки в котлетах. Он даст особую вкусовую нотку будущим изделиям. Список всех продуктов вы найдете в описании под этим видео. 2-3 зубчика чеснока для вкуса. Дальше овощи нужно измельчить любым удобным способом. Натереть на терке, перекрутить на мясорубке или, как сделала я, воспользовалась блендером. Овсянка готова. Добавим к ней картофель вместе с соком. Отжимать не нужно. Лук и чеснок. Прованские травы, черный молотый перец, копченая паприка, соль. Подписывайтесь на канал. Делитесь этим видео с другими. Хорошо, если у вас есть время и масса может постоять минут 15. Все ингредиенты соединятся. Картофель и лук отдадут овсянке свой сок. Время прошло. Наливаю масло на сковороду, разогретую на среднем огне. Формирую котлеты. Мне нравится круглая форма. Предварительно смочите руки водой. Обжариваю котлеты с двух сторон на среднем огне минут по 5 с каждой стороны. Если не уверены в готовности, то в конце накройте крышкой на пару минут. Котлеты великолепно держат форму, без яиц и манки. Хрустящая корочка, питательные. Морковные котлеты, картофельные котлеты, котлеты из гречки уже ждут вас в заставках к этому видео, а в описании постная лазанья и драники с рыбной закуской. Приятного аппетита!